Что если сейчас люди скажут, ну нельзя же греть? Точно так же люди, которые начинают петь более не менее регулярно, они тоже перестают болеть. Много сахара, мало движения. Когда я родился, я сразу в роддоме заболел, у меня была какая-то стафилококковая инфекция кишечная, очень тяжелая, чуть не умер. Спите с открытым окном, тушеные овощи. Суп надо Да. было есть, это же так логично. У наших внутренних органов есть время, когда они хотят работать и когда они не хотят работать. И тот доктор запретил женщинам голодать с утра. Либо мы можем, положив человека, сделать такие движения, меняя направление рук. В магазине это не совсем молоко. Должен делать не массажист, а врач. Время активности желудка с 7 до 9 утра. Это Мы вы- прям у нас- физически внутри всклеиваемся, Да, мы можем стимулировать эту зону, постукивая по вилочковой железе, по месту, где находится вилочковая железа, секунд 20, да. Люди с сильными легкими, к ним всегда тянутся другие, потому что не знают, что рядом с ним они могут выжить. Легкий — это такой орган, его можно назвать министром обороны. То есть Михаил Андреевич приходит, такой мои почки трогает, ой, у вас что-то страх денег. Я говорю, а он там живет. Друзья, всем привет! Я Сель Машанова, основательница клиники Метабади, Лулу, САО-аптеки, и у нас еще есть ферма. Мне сказали, так надо представляться, про все рассказывать, чем я занимаюсь. Еще я веду марафон «Развестись всегда успеешь». В общем, сегодня наш подкаст посвящен важной теме долечивания. Потому что я заметила, что врачи, что мамы, дети, взрослые заходят в болезнь, болеют, ну вот ОРВИ, да, допустим, сезонные, потом у них симптомы улучшаются, и они все бросают, и все, и живут как прежде. И потом снова залетает болезнь. То есть долечивание – это важный фактор. Этот период даже важнее, чем период, когда острая фаза, когда вы лечитесь. Долечивание – это значит, что мы делаем после активной фазы болезни, чтобы заново не залететь в болезнь. И для этого нет никого лучше, чем Михаил Андреевич Жученко, потому что он специалист и педиатр, и терапевт, и китайский специалист по китайскому питанию, и, самое главное, висцеролог. Поэтому, Михаил, добрый день. Мы сегодня вам будем в нашем выпуске, он немножко нового формата, мы будем говорить, но и будем показывать, что надо делать. Михаил, вот у меня дети сейчас болели, вы пришли с термометром, перчатками и ведром. Для чего? Это мы уже говорим про саму болезнь, опять-таки, про некоторые методы того, как мы можем помочь человеку или ребенку, маленькому человеку выздороветь. Вот. Но вообще у вас уже было много про то, что делать во время ОРВИ, как лечиться, и у нас там прекрасные врачи, которые знают, что мы можем выписать, что можно делать, найти противовирусного, что можно найти какие-то более натуропатические варианты, что можно сделать вместо назначения антибиотиков, да, для того, чтобы не портить нашу микрофлору и прочее. Но есть еще то, что мы можем делать как бы на этапе восстановления, и даже самое лучшее, что мы можем делать на этапе профилактики, да, предотвращения. Да, это все, что до болезни и после, об этом говорим. Болезни, да, отлично. Говорим. Ну и то, что немножко во время болезни. То, что вы делали сами, да, и то что я пришел, может быть, показал или освежил в памяти, да, потому что, если я понял, я очень удивился, на самом деле, что вы говорили о том, что ваша бабушка делала что-то похожее. Как это называется на казахском? Представляете, Михаил, когда пришел с перчатками, термометром и ведром и сделал обертывание по Залманову моей дочери, это спойлер такой, я поняла, у меня флешбэк случился, что у меня бабка целительница же была. Она исцеляла там людей от шизофрении, каких-то сыпей и так далее. Она применяла метод, и все его знают в Казахстане, называется тоғыз-қабат. Это когда ты в 9 одеял, человек пропотеется на закате, его там еще бабушка ему что-нибудь в рот плюнет, там слюну какую-то, и все, и он бегает. То есть у нас в семье так лечили. Тоғыз-қабат это называется. Добро пожаловать в клинику будущего. Метабади – это первая в Казахстане сеть клиник функциональной и превентивной медицины. Здесь мы предвидим и предотвращаем заболевания и улучшаем качество жизни через медицину и ментальное здоровье. Наша главная миссия – это ваше качественное долголетие. Мы работаем на повышение качества жизни всех наших клиентов, заботясь о вас и ваших семьях на каждом этапе.
От планирования беременности, легких родов до заботы о родителях в пожилые годы. И вот про что это? Ну, в общем, это удивительным образом пересекается с этим подходом доктора Залманова, который был достаточно известный врач в начале 20 века. Это доктор, который занимался водотерапией в основном, и он еще известен благодаря своим скипидарным ваннам. И, собственно говоря, его концепция основная – это капилляротерапия. То есть, когда мы можем при помощи какого-либо воздействия резко усилить кровообращение в каком-то органе или в какой-то области, то это будет оказывать свое такое терапевтическое воздействие. И я в основном из его подхода использую вот это вот горячее обертывание по Залманову. Я ими лечу пневмонию. Я лечу пневмонию, тяжелые бронхиты, тогда, когда воспаление уже опустилось, не просто там у нас першит в горле, или мы кашляем, или мы, там, у нас флающий какой-то кашель, как при трахеите, когда это все опускается ниже, становится более серьезным. Самые разные виды пневмонии, там, это вирусные пневмонии, во время ковида я делал специальное видео, мы, кстати, можем повторить и сделать вот практическое такое, вирусные пневмонии, двусторонние пневмонии, абсцедирующие пневмонии и так далее, с самого разного возраста. Микоплазменные? Микоплазменная в том числе, это не важно, какая она, да? Смысл в чем? Что мы берем, складываем в 3 раза махровое полотенце, оно должно по ширине быть от подмышки до нижнего края ребер, и заворачиваем человека в это махровое полотенце с перехлестом, чаще всего мы делаем его на груди. Потом мы заворачиваем в сухое полотенце, такой же, тоже сложный в 3 слоя, потом плед сложный в 3 слоя, человек опускает ручки вокруг этого бочонка, который на него намотан, ложится под одеяло в шапочке, там, в носочках, чтобы полностью мы все тут затыкаем на 20 минут, через 20 минут он садится, мы с него снимаем все, и он еще 2 часа лежит как бы и медленно остывает, просто находясь под одеялом дома. Обычно это делается вечером на закате. Вот. Да, и это такой супер метод домашней физиотерапии, да, потому что обычно, когда человеку лечат пневмонию, это антибиотики, больше ничего. Максимум назначить какой-нибудь постуральный дренаж, придет какой-нибудь массажист, который умеет это делать, или каким-то образом они встретятся. И вот он что-то сделает для улучшения оттока мокроты из бронхиального дерева. Что если сейчас люди скажут, ну нельзя же греть? Кто сказал? Кто сказал? Единственным противопоказанием является острый инфаркт миокарда. Как раз метод доктора Залманова, он известен тем, что он этими обертываниями рассосал у себя рубец на сердце после инфаркта, который возник. При пневмонии это резко мы прогреваем, очень интенсивно прогреваем все легкие, всю зону легких, плюс к этому мы еще прогреваем печень, усиливая там кровообращение. А печень во время пневмонии это воспаление легких, тяжелое заболевание с высокой интоксикацией, может быть и часто бывает. И когда мы усиливаем, даем буст работе печени, да, то это помогает человеку быстрее из этого выбраться. Я там иногда это использовал даже среди своих как монотерапию, это можно использовать совместно с антибиотикотерапией, но это то, что позволяет быстрее намного вылезти из такого серьезного респираторного заболевания. Чтобы некроза потом, не дай бог. Некроз это уже в торакальную хирургию, конечно, если речь идет про легкие, нет. Но просто для того, чтобы поправиться. Это вот если мы говорим уже не про профилактику, если у человека температура? Очень хорошо. Очень, она опустится после этой процедуры. Один из знаков того, что у человека иногда нам сложно дифференцировать. Дочь просто вот так перестала кашлять. Да. Один из знаков того, с чем мы имеем дело, с каким-то бронхитом тяжелым или с пневмонией, является то, что если у человека действительно пневмония, если это ушло уже совсем в дистальные отделы, то он потеет страшно. Он, то есть, пропотевает сквозь простынь, матрас, на котором лежит подушку полностью, то есть с него течет пот, иногда приходится постилать полиэтилен под человека во время обертывания. Потом надо электролиты, да, все. сразу давать? Да, ему надо сразу дать что-то, что восстановило бы у него водный баланс обязательно. Вот. Но это такая вещь, когда уже дело зашло далеко, да, то есть когда уже нам надо что-то лечить. Вот. Но как по легенде, в китайских деревнях доктору платили деньги, пока все были здоровы. Когда люди заболевали, платить ему переставали. Это такой истинный подход профилактический, то есть истинная превентивная медицина, это вот такая в общем, обратите внимание на обертывание по Залманову. Да, это старый, добрый, забытый метод.
Его пытались, вы знаете, даже в Советском Союзе, его пытались в военно-медицинской академии сделать таким более общеупотребительным, но там есть определенные требования, да, полотенца должны быть махровые, а в военно-медицинской академии они были вафельными, поэтому солдаты там, или матросы, они простужены, простужались еще больше, да. Вода должна быть ровно 60 градусов, поэтому там не подходит обычный бытовой термометр, надо принести термометр лабораторного типа, да. Вот, то есть там есть определенные Там вещи. надо лежать 2 часа. Надо лежать 2 часа. То есть они очень простые, мы можем сделать отдельное практическое видео, как мы кого-то заворачиваем, на самом деле. Вот. И у вас будет такой суперинструмент, который вам поможет в случае, если вы действительно сильно Все простудились. снимаем, Сева, снимаем у нас, оборачиваем. Да, пожалуйста. Кого хотите, чтобы мы обернули? Можем взять селебрити. Окей. Вода 60 градусов, она достаточно горячая, ну, можем про это рассказать позже, но от самых маленьких младенцев до самых пожилых людей это можно делать. Ну, в Америке, например, сейчас любят вот эти инфракрасные идеалы, они работают якобы так же. Они Нет, потому что клеточные. Они работают не так. Это излучение, а это нагревание путем конвенции. Это совсем, это другой принцип совсем, да. То есть ты не создаешь термос вокруг человека, когда он в одеяле, он у тебя лежит на одном каком-то месте. Это в хорошо. общем, я сейчас сравниваю сковородку с афганским каким-то казаном, да. Окей, я слышу, Вот. да, для разных целей разных. Для разных целей. Проверенный метод, что мне? Метод супер работает на ура, в ковид людям помогал, вне ковида помогает и так далее. Вот. Но вообще, конечно, лучше всего не лечить, а сделать так, чтобы не надо было лечить. Да? Но сейчас это невозможно, Михаил Андреевич. Вы же видели, сейчас сидела перед нами вот здесь, прямо на этом кресле, Марина Внукова. Она говорит, вот сахарочек, вот тебе глютенчик, вот тебе молочный белок, мы заводим иммунную систему в такой стресс, а потом удивляемся, почему он не может справляться ни с кашлем, ни с пневмониями, разными другими вещами, которыми должна иммунная система заниматься. Вот как укреплять иммунитет? Марина же тоже предлагает какие-то варианты. Она больше со стороны питания предлагает убирать триггеры иммунной системы. А вы что предлагаете? А я хочу объяснить, что нужно предлагать и почему. Да? Давай. То есть в китайской медицине есть, то есть понятию иммунитет соответствует такое понятие, как защитная ци. Да? Это ци, жизненная энергия, которая циркулирует под поверхностью нашего тела и защищает нас от всех внешних воздействий. Она формируется из двух вещей. Она формируется из ци воздуха, который мы получаем через легкие, и из питательной ци, которую мы получаем из нашей системы пищеварения. Вот соединяется ци легких и питательной ци и превращается в защитную ци. Соответственно, если мы хотим иметь хороший иммунитет, если мы хотим не болеть, то нам нужно следить за тем, как работают наши легкие и как работает наша система пищеварения. При этом 2/3 энергии мы получаем из пищеварения, 1/3 мы получаем из легких. Давайте начнем с легких. Да? Легкие – это такой орган, его можно назвать министром обороны в нашем теле, да, и министр внешних сношений. То есть это орган, который отвечает за легкие и кожа в китайском понимании – это один орган. Это наша главная внешняя граница с внешним миром. Вот. И легкие – это иммунитет, это защита, но в том числе это контакт, установление связей, да, и сохранение границ своих. Вот это легкие. Вот. И легкие орган, который не любит сухости. Вот. И сухость у нас возникает очень часто, когда? Зимой. Да? Когда нас включили. Начиная с осени. Да? То есть осенью у нас становится очень сухой воздух в квартирах, как только включается отопление. Да? Вот. И поэтому про увлажнители все говорят. У многих они стоят, но некоторым забывают ими пользоваться, или лень им пользоваться. Или не умеют им пользоваться, просто пользоваться. Всю квартиру зальют вот этим Бали, да. Таиланд вот. сделают. И это необходимая часть того, что мы можем сделать для наших легких, сделать воздух более влажным. Нет у вас увлажнителя, повесьте ночью мокрое полотенце на батарею, да, заведите комнатные растения, да, заведите аквариум. У вас будет более влажный воздух в комнате. Почему ночью? Потому что есть время активности легких между 3 часами и 5 часами, 3 часами ночи и 5 часами утра. Это время активности легких. Поэтому в это время легким особенно нужен свежий, влажный, прохладный воздух. Да? Поэтому говорится о том, что в спальне, если мы привыкли к комфортной температуре в комнатах 20-22 градуса, на самом деле 22 градуса, да? В спальне 18-16, а в какой-нибудь там сумасшедшей Европе 14 градусов у них бывает в спальне. Кстати, я себе заказала, хотите, я вам подарю, я заказала себе матрас, который охлаждает. Не хочу, не надо. Матрас не надо, охлаждать почки не надо. Зачем? Нет, подождите, но это же профессор Хюберман посоветовал, я купила себе. Он охлаждает только
в определенные часы, прикиньте, потому что для того, чтобы ты уснул, у тебя температура тела должна упасть на 1 градус, а чтобы ты проснулся, она должна подняться заново. То есть ты проходишь через такую... историю. Может быть, но сейчас мы говорим про легкие, да? Легким нужен прохладный воздух, да? Поэтому рекомендация такая: спите с открытым окном, и пусть у вас будет более теплое одеяло, пусть у вас будет теплая ночная пижама и ночной колпак раньше были, помните? Вот. Или вы можете спать в каком-то худи, да, но ваш нос будет снаружи дышать холодным воздухом. Как раньше детей лечили от пневмонии в санаториях? Их выставляли зимой в меховых спальных мешках и в шапках спать на веранде на минусовой температуре. Они Офигеть, спали вот в тепле. это я хочу. Моему мужу покажите, господи, который детей кутает всех. Не-не-не. Говорит, закрой окно. Открыть окно надо, наоборот, ночью. Вот это надо. снимите, пожалуйста, я прямо сейчас мужу отправлю. Надо обязательно, чтобы ночью был свежий воздух, и прохладный, желательно, да. То есть зима — это, наоборот, это хорошее время для того, чтобы поддержать легкие таким образом, да, если мы дадим возможность дышать свежим, Ну не ртом прохладным он воздухом. должен дышать. Ну, по возможности он должен дышать носом, но легкие не находятся здесь, неважно как. Ну, важно, но не, в общем, воздух попадает в легкие через оба наши эти отверстия, может попадать. Вот. Это то, что касается легких как органа, как мы можем поддержать. А второе, надо дышать, да. То есть все говорят, что дети сейчас так болеют. Окей. А скажите, пожалуйста, сколько ваши дети проводят времени на улице? Сколько часов в день ваши Вообще дети нисколько. проводят во дворе, играя? Мои? Да. Вы что так везу? Ну, например. Мои мало. Ну, потому Мало. что они в 5 вечера приходят, потом у них репетитор, а потом они спать ложатся. Вот. Все. А вообще мы должны дышать свежим воздухом. Не только через открытую форточку дома, не только в Алмате, в центре города, где он и так не очень свежий. Вот. Но мы должны проводить время на улице, и активное движение на улице насыщает наши легкие кислородом и дает нам ЦИ, жизненную энергию, которая потом превращается в защитную ЦИ и таким образом укрепляет наш иммунитет. У меня есть свой опыт, как личный, так и врачебный опыт. Да? То есть когда я родился, я сразу в роддоме заболел, у меня была какая-то стафилококковая инфекция кишечная, очень тяжелая, чуть не умер. И был таким страшно больным ребенком, ЧДБД, часто и длительно болеющий ребенок, страшным аллергиком. Я в какой-то момент мог есть только Отварной рис какой. гречку, огурцы без шкурки и белок от яйца или еще что-то такое. Причем долго. То есть я был такой кошмар родительский, да. Вот, я был атопиком, постоянно у меня были сопли, я постоянно простужался, мама постоянно, ее не давали уже больничная, сидела на справках, то есть не платили денег за это. В какой-то момент родителям надоело, они устали от всего этого, они познакомились с таким Борисом Сергеевичем Толкачевым, был в Москве, такой физкультурник. Он написал еще в 70... Физрук. Физрук, настоящий. Только такой true физрук, который как бы Такой, со свистком. за физическую культуру. Да? Вот. Не анекдотически. И это человек, который занимался лечением вот таких вот болеющих детей и детей с аллергиями и астматиков. У него был целый комплекс мероприятий, у него была дыхательная гимнастика, основана на форсированном выдохе, потому что у астматиков у них затруднен выдох. Вот. Дыхательная гимнастика, физические упражнения, бег, да? И массаж, и контрастный душ. И вот все это вместе он написал такую книжку «Физкультурный заслон ОРЗ». Вот. И был достаточно известным человеком определенным. То есть там разные есть виды дыхательных гимнастик. Да? Там Пострельниковые, еще какие-то. Бутейка, да. Стрельников, Вим Хоф. Да, вот. И вот есть, значит, Толкачев тоже. Он давно уже, к сожалению, умер. Вот. И родители стали со мной заниматься. И я каждый день делал эту дыхательную гимнастику. Я каждый день бегал в любую погоду. И через несколько лет я перестал болеть. Вообще. Вообще. У меня прошла к подростковому возрасту, у меня полностью прошла аллергия. Да? И я в постпубертате был абсолютно здоровым человеком. Да? До этого я не Вот мог они, инвестиции в ребенка. Его надо на улицу выгнать сейчас. До этого я не мог заниматься спортом, да, потому что я начинал ходить в какую-то секцию, я тут же немедленно заболевал. Да, то есть, Как вы дышали? Вот вы нам сейчас покажете, что это за дыхание? Это дыхание, которое основано на форсированном выдохе и на таком резком интенсивном сокращении диафрагмы. Да? То есть, если мы просто... Обычно это мы сочетаем с какими-то движениями, но звучит оно примерно так. Этому учиться, этому можно научиться, и это то, что приводит к тому, что мы начинаем интенсивнее дышать, мы начинаем
больше получать ЦИ с воздухом, и наши защитные ЦИ усиливаются, и наш иммунитет усиливается. Да? То есть профилактика – это гулять на улице и детям играть на улице, людям бывать на свежем воздухе, если мы живем в Алмате, здесь очень грязный воздух. Даже по сравнению с Санкт-Петербургом, откуда я приехал, где я вообще-то всегда думал, что он так себе воздух. Но в Алмате ужасный воздух. Да, вот. Но здесь рядом горы, да, и вы можете каждые выходные выезжать в горы. Да, И там свои легкие прочищать. и там прочищать свои легкие, да. 100 тенге из центра Детокс города на легких. автобусе через Вот 40 вы говорите, минут вы детокс, там. детокс паразитов все время ищем. А кто будет детокс легким делать? Это не детокс, это условный, да. это их жизнь, да, это их дыхание, это их функция. Да? Вот, поэтому то, что касается... Вот гулять на улице, гулять по выходным в горах – это профилактика. А если вы упираетесь в то, что вы все-таки болеете, или ваш ребенок все-таки болеет, его нужно и вас нужно учить дыхательной гимнастике. А для девочек, которые не любят двигаться, есть пение. Ну и для мальчиков тоже. Пение то же самое. Когда мы поем, мы интенсивно дышим. Да, после пневмонии Да. лучше петь, друзья. Да. Да. Вот. Интенсивно дышим. Точно так же люди, которые начинают петь более не менее регулярно, они тоже перестают болеть. А надувать шарики сейчас популярно. Надувать шарики – это просто способ, который позволяет после воспаления, да, убрать области застоя и профилактика фиброза. Вот. Это про легкие. Здесь есть разные всякие аспекты. Здесь есть психологический аспект. Да, например, психосоматический Психосоматический, мы да. Легкие – это наши границы. Да? И очень часто у астматиков такие гиперопекающие мамы или гиперконтролирующие мамы, которые окутывают их как бы своим вниманием, но при этом намеренно или ненамеренно проходят. Подавляет волю. Да, проходят сквозь их границы, да. Вот. Или пренебрежение, точно так же нарушение границ. Да. Легкие – это инстинктивная воля к жизни, это выживание в экстремальных ситуациях. Люди с сильными легкими, к ним всегда тянутся другие, потому что не знают, что рядом с ним они могут выжить. Вот. Люди с сильными легкими, у них громкий голос, у них ясный голос, да, они могут хорошо излагать свои мысли. И наоборот, если легкие слабые, то люди, бывает, что они не любят говорить, или у них тихий голос, не очень разборчивый, может быть, голос. Вот. Такие вот еще есть вещи, связанные с легкими. Да? Есть металлические виды спорта. То есть легкий – это элемент металла, называется китайский, относится к элементу металла в китайской медицине. Всякие единоборства, карате – это металлические виды спорта, которые развивают волю, развивают силу. То есть ребенку с ослабленными легкими можно балансировать через martial arts, то есть да. через контактные виды боевых искусств. И, да, ну и вообще, в принципе, спорт, любой, в принципе, спорт, он ведет к тому, что если ребенок болеет, отдайте его на спорт. И он через какое-то время обычно перестает болеть, потому что он двигается и дышит. Это одна часть картинки. Вторая часть картинки в китайской медицине элемент металла, где находятся легкие, питается элементом земли. Элемент земля кормит элемент металла. Да? То есть в элементе земли находится селезенка и желудок, то есть поджелудочный желудок, назовем, ну, вот, более привычными нам словами. Вот. Это то, что дает энергию, которая, соединяясь с энергией легких, с энергией воздуха, превращается в защитную ЦИ, да, и создает наш здоровый иммунитет. Огромное влияние, которое вы можете оказать на свой иммунитет, вы можете оказать при помощи еды, да, то есть при помощи питания, что мы и пытаемся сделать. Ну вот сейчас осень глубокая. Что можно было бы, всем полезно было бы на кухне держать? Вот вы мне последний раз, когда Михаил Андреевич приходил обертывать дочь, принес пакет с финиками унаби. Финиками унаби. Да. Это могут быть финики унаби. И хризантемы принес. Теперь у нас чай с хризантем. Да, китайский красный финик. То есть вообще, что поддерживает легкие? Легкие легко высыхают, поэтому нам нужно дать что-то, что давало нашему телу влагу. Да? То есть помимо воды, которая должна быть в воздухе, которую мы пьем, и мы знаем, что нам важно пить воду, нужно дать еще те напитки, например, которые дадут соки. Обычный простой компот из сухофруктов. Вы берете, вы можете не заморачиваться, чтобы не варить его. Вы можете заваривать его в термос, ну только не жалейте самого компота, вы бросаете туда компот, заливаете его горячей водой. Вы можете, если зима и стало холодно, вы можете добавить немножко специй, которые согревают и делают вкус. Корица, например, она раскрывает сладкий вкус сухофруктов, которые там есть. Корица, там бадьян, можно кардамон. И вот вы заварили в термосе и с утра пьете этот компот. Прелесть. Я кофе с кардамоном стала пить, с цветочком с этим. Да, уменьшает высушивающее действие. Да. Значит, соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно дать человеку влагу. А влагу что дает? Влагу дают продукты со сладким вкусом. Но
продукты со сладким вкусом — это овощи, это крупы, это фрукты, но это не сахар. Сахар нас ослабляет, и он нас не интересует действительно, потому что он создает очень много проблем. Особенно потому что он вездесущ практически. Сейчас во все готовые продукты добавляются. В любой овощной консерве, которая продается и стоит на полке в магазине, вы найдете сахар. Потому что с сахаром вкусно. У людей трансформировались вкусовые предпочтения, и что-то, где нет добавления искусственного сахара, им невкусно. Если дать два продукта, один с сахаром, другой без, и спроси, какой вкуснее, всегда вкуснее будет тот, который с сахаром. Что мы можем делать? Да? То есть мы можем дать продукты, которые создают соки. Это овощи. Осень — это время овощей. Они нам будут еще до половины зимы примерно доступны практически в неизмененном виде. Тыква, морковка, репка, батат, который Марина Николаевна сказала, что это не очень хорошая вещь. Вот. Все продукты со сладким вкусом. Да? Пшено, например, ячмень, да, это тоже то, что если дети едят кашу, например, да, и мы можем делать кашу из пшена с тыквой, да, например, мы можем добавить, да, даже если ребенок хочет, чтобы это было более сладким, можно добавить туда немножечко меда, да, потому что мед, он там, например, он тоже, это, как и все продукты, элементы земли, продукты со сладким вкусом, они создают соки, увлажняют нас, да, то есть если мы сильно высохшие, нам нужно что-то сладкое, но только натурально сладкое. Вот. И есть продукты, которые, значит, сейчас мы говорим о том, что просто создают соки, и есть продукты, которые ослабляют наше пищеварение, да, которые создают много слизи у нас в теле, вот, и переохлаждают наше пищеварение. Наше пищеварение, вот эта пищеварительная часть, которая, поджелудочная, назовем ее так, в Китае называется селезенка просто, она извлекается из пищи и создает кровь в китайском понимании. И она легко остывает и легко ослизняется, так скажем. Да? Поэтому продукты холодные по свойствам, а продукты бывают нейтральные, согревающие, освежающие, холодные и горячие. И холодные продукты, они ослабляют наше пищеварение и ослабляют вслед за этим наш иммунитет, потому что пищеварение кормит иммунную систему. Что к этому относится? К этому относится много фруктов и много сырых продуктов. Да? Вообще, в китайской диетологии, например, взгляд на то, чем питают детей, немножко отличается от таких общепризнанных европейских подходов. Да? Дети рождаются очень незрелые по сравнению с другими млекопитающими, очень незрелые. Да? Теленок сразу встает и там, в первый же день. Еду можешь себе найти. Да, он там сам найдет маму, вот, и дальше уже он начинает сразу есть другую еду. Дети рождаются очень незрелые, они нуждаются в очень длительной опеке и пестовании, да? И их, соответственно, внутренняя система тоже очень незрелая. У них незрелая нервная система, у них незрелая пищеварительная система, у них не очень зрелая иммунная система, да? Вот. И пищеварительная система, с точки зрения китайской медицины, ее нужно выпестовать, ей нужно создать условия для того, чтобы она созрела наиболее оптимальным образом. И эти идеи о том, как кормить детей, немного отличаются. Например? Да? Например, до 3 лет мы не даем ребенку ничего сырого. Я согласна с этим. Потому что погрызть Серьезно? морковочку, погрызть яблочко, сырая еда требует больше энергии для переваривания. Да? Мы взрослым не даем ничего, стараемся не давать, рекомендуем не давать ничего сырого после 5 часов вечера, потому что наиболее активное пищеварение с утра и к вечеру уменьшается его сила пищеварения. Да? Вот. Поэтому детей мы кормим вареным. Да? Если мы хотим поддержать иммунитет, если мы хотим, чтобы иммунитет не ослабевал, мы кормим его вареными продуктами. Да? Как китайцы говорят, что варка пищи – это пищеварение, которое происходит вне тела. Да? Это не значит, что детям нельзя давать ничего сырого, попробовать как-нибудь погрызть яблочко, морковку или каких-нибудь ягод и так далее, но не надо им давать холодные по свойствам тропические фрукты, бананы там, и прочее. Да? А мама очень любит бананы. Бананы – это удобно, ты взял на прогулку, бананы – это какая-то... пошел. Мета-бади против бананов. Пожарьте их, как вариант, да? Потому что бананы, что удобно, взял, они всегда у тебя в упаковке, открыл, мягкие, сладенькие, дети любят и все такое прочее. И йогурт еще сверху. Кисломолочные продукты холодные по свойствам, сахар очень холодный по свойствам, поэтому какой-нибудь йогурт с фруктами, из коровьего молока еще сделанный. Тройной удар. Да, он будет очень-очень ослаблять наше пищеварение, он будет ослаблять нашу селезенку-поджелудочную. В общем, выбор такой. Йогурт с фруктами заморскими и с сахаром или пшеная каша с тыквой. В сторону пшеной каши Чуть-чуть с финиками. Чуть-чуть с финиками можно, да. Идеально. Окей, Вот так. хорошо. Мне китайцы нравятся вообще.
Мне тоже, потому что это работает. Но это На практике. работало и до того, как нутрициология стала хайпом каким-то, да? Да не знали особо. Это примерно чуть раньше стало, ну, вот китайская диетология. Во-первых, она намного менее расхайпованная, намного менее популярная, чем нутрициология в целом, да. Вот. Просто за ней стоит огромная дата, Да. big data, Big огромный эмпирический опыт, несколько тысячелетний. Опыт существования во всех видах климата, мы с вами про это говорили, да, что у них есть болезни холода на севере, очень холодно во внутренней Монголии зимой, минусовые температуры, 40 минус 40 градусов, и очень жарко в джунглях на юге. Они умеют лечить все, любые климатические зоны. Вот. Поэтому они достаточно универсальны по сравнению с другими видами традиционных медицин, вот, и очень-очень большой опыт. Но я же учился китайской диетологии, и в какой-то момент я понял, что мне надо еще поменять что-то и посмотреть на современные подходы. Почему? Потому что наша жизнь очень сильно изменилась. Контекст. Контекст изменился, в котором мы существуем, и супер изменилось сельское хозяйство и продукты, которые мы едим, да. И возвращаясь вот к движению, да, к тому, сколько часов ваши дети гуляют во дворе на воздухе. Сколько часов Да. ваши дети гуляют? Меня прям очень сильно триггерит это. Вот. Возвращаясь к этому, это относится не только к детям, относится ко всем нам, да. То есть мы находимся в ситуации супердефицита движения, очень-очень большой гиподинамии, и это сказывается на нас намного сильнее, чем мы можем себе представить, да? Потому что мы эволюционно никогда не функционировали в таком вот виде. Много сахара, мало движения. Много Такой комбинации углеводов, вообще не мало было. движения. Да? Вот недавно приезжал доктор Тарасевич, он сказал, что для современного человека, а мы же в основном, мы сами и наши пациенты, это люди, которые не зарабатывают на жизнь физическим трудом. Да? Вот. Они мало двигаются. Вот. И он сказал, что низкоуглеводная диета – это залог выживания. Если вы не двигаетесь, то вам придется ограничивать свои как бы, хотелки в области того, чтобы вам съесть такого вкусненького. Да? Вам придется немножко менять свои взгляды, если вы хотите быть здоровыми. Да? Либо вам нужно двигаться хорошенько при этом. Да? То есть на неком минимальном уровне у вас ежедневно должно быть какой-то уровень физической активности, если вы хотите быть здоровым. Но если бы мы сейчас с вами сидели в 1906 году, я бы очень сейчас торопилась доить свою корову, идти за водой, растапливать печку, Да. потом подметать баню, двор, сгребать снег. Да. Я бы сказала: Михаил, мне надо идти уже, у меня корова не дойна. Понимаете? Да-да-да, и это тоже важно учитывать, когда мне говорят, например, местные жители прекрасные, да, говорят, я хочу питаться, как питались наши предки. Да, хорошо, окей, только тогда не надо сидеть в кондиционированных помещениях летом и в хорошо отапливаемых помещениях зимой, проводить 8-10 часов на улице, на свежем воздухе, занимайтесь физическим трудом. Тогда вы сможете все это переварить. Барана. Да, как питались ваши предки, да. И вы даже переварите тесто из бешбармака, которого еще 150 лет назад не было, да, и который не видоспецифична пшеница для нас, для всех. Вот, поэтому это действительно правда, у нас все изменилось, поэтому все цивилизации современные, где возникли очаги сельского хозяйства, там вся были обычно вот эти пары. То есть все было основано на зерновых и бобовых. Это была пшеница и нут, это был рис и соя, это была кукуруза и фасоль, да? Плюс немножко масличных культур, и дальше уже добивалось какими-то овощами, плюс различные виды животного белка. Но база и основа современной цивилизации – это всегда злаки были, да? И есть до сих пор. Злаки? Злаки. Все варианты злаков и бобовых. Это появилось то, что... Только после того, как мы стали земледельцами. Да-да-да, современная Да. цивилизация возникла с возникновением земледелия. А до этого мы были охотниками-собирателями. Мы были охотниками-собирателями, мы были малочисленными. Как только мы начали и когда мы были охотниками-собирателями, все занимались охотой и собирательством. Все занимались. Интересно. Вот представьте себе, тебе нужно только охотиться и собирать. Все, больше Да, ничего в нет. остальное время можно балдеть. Это не занимает столько времени, В сколько остальные сельское 15 хозяйство. минут ты можешь балдеть. Не так, В не год. так. Не, у них намного больше свободного времени, чем у современных людей. Намного больше свободного времени. Ну и, соответственно, их мало, потому что попробуй 9 Да. миллиардов сейчас, Их это мало. будут голодные То есть игры. как только появилось современное сельское хозяйство, появился избыток.
люди начали рожать больше детей. Почему еще охотники-собиратели малочисленная группа? Потому что женщина не может тащить больше одного ребенка с собой. Два это уже тяжело. И больше мигрировать, тушки кролика. Ну вот. Соответственно, людей стало больше, общество стало расслаиваться, появились специализации, и отдельные люди занимались сельским хозяйством. Остальные кормили за счет их труда, плюс зерновые – это то, что можно долго хранить, не заморачиваясь. Вот. В общем, все было основано на зерновых и бобовых, а сейчас мы не можем это потреблять в таком количестве. Да, глюкоза – это основной наш энергетический субстрат. Но мозг потребляет на своем пике только 35% этого. Если мы сидим и ничего не делаем, ну и мы работаем только мозгом, то куда деваются остальные там 65%? Они начинают у нас накапливаться, да. И это одна вещь. То есть очень-очень сильная гиподинамия заставляет нас пересматривать немножко меню и смотреть, что является здоровым, а что уже не является здоровым. А второе – это то, что злаки так сильно изменились сами по себе, да. И дело не в ГМО, дело в том, что в них и вот про безглютеновую диету знают все, да. И все знают, что есть такая болезнь целиакия, непереносимость, истинная непереносимость глютена. Да? Такое заболевание генетически детерминированное. При этом целиакия очень небольшого процента людей, а безглютеновая диета, она очень хорошо сказывается на очень большом числе людей. Да? То есть те, кто начинает Почему? пробовать. Вот Почему? вопрос. Вот. И дело не только в глютене или в глиадине, там, которые... Там, Или занулине. Да, занулин это у нас в кишках, а это в этом же, в зерне. А дело в том, что там содержатся такие вещества, которые называются лектины. Вот. Лектины – это защитная часть зерна, защитная часть механизма, который защищает зерно от гниения и от поражения грибами и бактериями. И в современных сортах из соображений лучшей хранимости этих лектинов стало чрезвычайно много. Их стало в сотни раз больше. Зерно стало хорошо храниться, но оно стало делать дырки в таких концентрациях. Лектины делают дырки в нашем кишечнике, фактически. То есть возникает синдром leaking gut, синдром перфорированной кишки, синдром повышенной кишечной проницаемости, который является основой нашего хронического воспаления, за которым тянутся все остальные наших разнообразных хронических дисфункций. Про это интегративные врачи знают очень хорошо. Поэтому я склонен все-таки пшеницу демонизировать. Вот. И если мы говорим о том, что каким образом мы хотим поддержать пищеварение, потому что самый основной злак, самый основной источник поступления лектинов для нас здесь – это пшеница. Да? А пшеница, кукуруза и соя – самые насыщенные лектином, основные 3 коммерческих злака. Поэтому, если вы хотите лучше себя чувствовать, то вы можете попробовать на какое-то время хотя бы убрать у себя пшеницу из рациона. И увидите, да, сами попробуйте. Попробуйте на 2 месяца. Убрать. Я так говорю с пациентами, у которых какие-то сомнения еще есть. Я говорю, уберите пшеницу, молочные продукты, и сахар. И это оказывается, иногда такой, ключиком к тому, что у человека пропадают сопли, он перестает простужаться, у женщин пропадает молочница и прочее. Да? То есть это такие самые наши распространенные пищевые триггеры, которые приводят к тому, что наша иммунная система перегружается. Да? Когда мы наделали дырок лектинами пшеницы в нашем кишечнике, основной кишечник очень сложная граница с внешним миром, да, очень сложная барьерная функция, потому что нам надо все нужное впустить туда, чтобы всосали все необходимые питательные вещества, а все ненужное не впустить. Этим занимается этой погранично-таможенной службой, занимается иммунитет. Вот. И если мы убираем эту нагрузку лектиновую бесконечную, потому что у нас пшеница каждый день присутствует. У обычного человека она присутствует каждый день в рационе. Хлеб, лаваш, паста, пицца, хинкали, лагман, бешбармак. Все вкуснятки. А вы знаете, я вам сейчас скажу еще хуже вещь. У нас каждый апокалиптический подкаст. Дело в том, что лектины параллельно идут с глифосатом. Потому что я приехала в Кустанайской области, я там общалась со всеми зерновиками. Я знаю, к счастью, или я не знаю, я знаю всех зерновиков основных, крупных. Я говорю, вы глифосатом обрабатываете? Он говорит, конечно. Конечно. Потом обрабатывают хранилище тоже газом. Потому что от грибов, от плесени мы защищаемся. Это естественный ход промышленной обработки. Да, у нас глифосат, его изобрели в 60-х годах, и это самый главный хелат. Он как раз-таки высасывает все полезные минералы и не дает кишечнику всасывать. То есть помимо лектинов, которые дырки делают, ты еще лишаешь себя эссенциальных минералов при помощи глифосата. А глифосат везде. Поэтому в Америке сейчас прям маркировка введена глифосат-фри.
То есть и из 10, допустим, видов злаковых на полке я их изучаю. Я в Орехоне или в Whole Foods провожу по 3-4 часа. Потому что я изучаю каждый продукт, и глифосат-фри – это одна из 10 сейчас пока, и то в магазинах, которые healthy food. Ну вот, может быть, это в том числе ответ на такой вопрос, потому что, когда начинаешь рассказывать такие вещи людям, они говорят, да ну ладно, слушайте, ну вот мы в детстве, например, мы ели те же самые столько не было макароны, да, мы ели те же самые макароны, тот же самый, там, нас в детском саду нас кормили молочным супом с лапшой и сахаром, вот, кисель тот же мы ели, и ничего мы не болели так, как современные дети. Может быть, и это в том числе ответ на этот вопрос, потому что эти сорта с таким огромным количеством лектинов, им несколько десятков лет, от 50 там, до 30 лет вот этой тенденции к тому, что они завоевали рынок практически полностью. И вот эти вот вещества, они тоже появились, то есть в нашем детстве, скорее всего, их не было. В нашем детстве мы очень много времени проводили на улице, во дворе. Большая часть Ну детей. да, и не было столько антибиотиков. Не было столько антибиотиков, не было столько гаджетов. 7 дорог. Это Да. сахар, антибиотики, Да. пластик, Да. химпрепараты, Да. типа глифосата, пестицидов и фумигантов. Да. И поехали. И у меня в крови, и любитель сдавать анализы, Так. и я сдала в Америке анализ за $1500 на все промышленные токсины. И что вы думаете, друзья? Огромное количество фумигантов. Я говорю, откуда это? Я прям к специалисту пришла, говорит, фумиганты – это вещества, которыми обрабатывают злаковые. Хранилища, все овощи, Ну, то есть зернохранилища. противогрибковые препараты. Грибковый химический препарат. Потом очень Окей. много охротоксина, очень много пластика, очень много. Я не знаю, как у вас, но у меня. И вы можете представить, сказать, блин, Машанова там с утра до вечера, да? Нет, я с вами живу в одном городе, я также езжу по пробкам, по 7 светофорам, вдыхаю огромное количество газов. Я также стрессую, я также не хожу в горы, каюсь. Да, может быть, я сахара меньше, чем среднестатистический алматинец употребляю, но также моя семья сидит и на злаках, и в ресторанах мы питаемся. Ну, то есть, и самое главное, в моей жизни есть пластик, его много. И вот анализы это все и показали. Там БПА, эти эндокринные дисрапторы, вот эти все ребята, которые нано-микропластик, которые, я уже забываю их название, которые в чеках есть, фталаты, да, их было много. Окей. Что с этим делать? Да? Ну, то есть мы не можем, как бы все является искусством возможного, да, то есть мы можем не покупать, например, молоко в магазине, потому что в магазине это не совсем молоко, да, это молоко, где не образуется пенка, вот, где не образуется пенка, то есть не всплывают сливки, которые гомогенизированы, где весь жир разбит на очень-очень-очень маленькие части, молоко, которое невозможно сквасить, да, вы бросаете туда кусочек черного хлеба или наливаете туда даже кефир, и оно не превращается за неделю в теплом месте. То есть оно не превращается в простоквашу. Потому что там нет же бактерий. Не знаю почему. Ну, нет, в хлебе есть, в кефире есть, а в молоке есть что-то такое, что не позволяет ему превратиться в простоквашу. Я помню, что меня пытались этой простоквашей пичкать все детство, поднимая у меня уровень кальция, а я при этом был больным, ну, как бы очень болел, вот эти бесконечные сопли, они были связаны с этим. То есть тоже отсутствие информации определенно, оно не позволяет нам быть Нет здоровым. чуда, есть разный уровень знаний. Мы в Да, этом плане. вот, поэтому если мы говорим про движение, про воздух, и мы говорим про питание, если вы болеете, убирайте у себя молочные продукты из коровьего молока, убирайте у себя пшеницу, убирайте у себя сахар, добавляйте себе зерновые в виде каш, добавляйте себе разные фрукты, ешьте меньше Ну как вот эти нутрициологи, не которые фруктов, в смысле, не овощей. ешь кашу? Никогда. Каша. Я не думаю, что не имеет смысла никогда есть кашу. Во-первых, они так не говорят. Мы делаем тарелку на 4 части. Половина этой тарелки, 2/4 это овощи, 1/4 часть это белок, и 1/4 часть это крахмалистые вещества, в том числе и злаки. Поэтому они не говорят никогда не ешь кашу. Никогда не ешь кашу. Ну, утром, да, есть нутрициологи, которые запрещают кашу по утрам есть. Ну, есть. Я вообще склонен... Ну, если что, это вы. Вы же мне запретили утром кашу есть и посадили меня на суп Вы вообще и баранину. не ели кашу, вы ели по утрам яйца. Нормально так? Я не Вот, знаю таких нет, нутрициологов. Сам меня на суп с утра посадил, говорю, как я буду есть вот эту значит, баранину. завтракаете как император, обедаете как мэр, а ужинаете как бродяга, да, то есть, в принципе, мы все очень разные, да, и у нас разные типы конституции, мы живем в разных климатах, у нас разный вид физической нагрузки, у нас более-не менее, у нас внутренние органы функционируют в одном ритме.
И утром это то время, когда наше пищеварение должно быть активно. Если у вас нет утром аппетита, это симптом. Да? Поэтому завтрак должен быть. И если у вас нет привычки завтракать, учите себя постепенно. Очень хорошо с утра есть что-то теплое и жидкое, например, суп. А к супу вы можете добавить тушеные Утром овощи. суп надо Да. было есть, господи, это же так логично. Вот. Представляете, недавно, быстро скажу, это для рилса, недавно Хюберман делал гениальнейший подкаст с доктором, анти-эйдж-экспертом, именно эндокринологом. И тот доктор запретил женщинам голодать с утра. Пожалуйста, женщины, которые сидят на узких пищевых окнах. Утром женщине критично завтракать, потому что через полчаса после пробуждения у нее поднимается кортизол и нужно поесть. Вы согласны с этим? Да, я просто согласен с тем, что нужно утром завтракать не только женщине, а всем, и детям, и Он мужчинам. сказал, что у мужчин нет такого кортизольного пика. Мы не смотрим это с точки зрения кортизольного пика. В китайской медицине мы смотрим с точки зрения времени активности и пассивности органов. Время активности желудка с 7 до 9 утра. Это время, когда вам надо покормить свой желудок. Если вы это сделаете, вам будет намного меньше хотеться перекусывать, вам будет меньше хотеться сладкого, вы спокойно дождетесь обеда, вы нормально отобедаете. И если вы не поздно поужинаете, то у вас утром будет хороший нормальный аппетит. Если вы не поздно поужинаете, то вы утром проснетесь намного более свежим. Если вы не поздно поужинаете, то у вас не будет разбитости, у вас будет здоровый, достаточно глубокий сон. Вот эти вещи, Кто они эти очень сильно люди, связаны. которые говорят, да не, я бы до обеда спокойно хожу, вообще не парюсь? Это люди, у которых пищеварение находится в сильном дисбалансе. У меня был один пациент, жена привела ко мне своего мужа. У него там хронический гастродуоденит, хронический панкреатит, и он рассказал, как он питается. Он говорит, я никогда не завтракаю, я на обед съедаю, там у меня самса несколько, там, самса, еще какие-то пирожки. Ваш клиент. Да. И потом у меня 2 ужина. Первый в 8 часов вечера, а второй в 22 часа вечера. Я такой, окей. Я сказал, скажите, пожалуйста, а как вот у вас сформировалась такая привычка? Он говорит, вы знаете, это у меня из семьи. У меня дома так все питались, и мама моя так питалась тоже. И вот мы ее недавно очень удачно прооперировали в Турции от рака желудка, как раз вот поймали рано, вовремя поймали. Я говорю, вы никакой связи не видите, да? То есть у наших внутренних органов есть время, когда они хотят работать и когда они не хотят работать. И если мы их очень сильно пинаем в то время, когда они хотят работать, мы тратим их ресурс, они делают это плохо. Вот. Поэтому, если мы очень долго работаем... ресурсы делают это плохо. Это прям про меня. Если мне не в то время что-то спросить, я все время делаю что-то плохо. Вот. В общем, очень много мы можем сделать при помощи еды, да. То есть я иногда читаю лекции по питанию, потому что здесь есть много нюансов, которые, к сожалению, современная интегративная медицина не учитывает, который опирается на большие-большие... Я должна про это рассказать. Михаил Андреевич, например, очень важно. Это же детали, которые в итоге дают большой результат. Он, например, сказал, пшено будешь замачивать не холодной водой, а горячей. Потому что это там металл, еще что-то. И мне так это понравилось, Михаил Андреевич. Я просто в кайфе, потому что вот питание по 5 элементам, и в итоге на вкус влияет, и на работу. Что тебе может пшено отдать в максимуме? Вот так надо делать, а не против ветра писить. Вот. Сейчас зачитаю меню, которое вы мне сделали. Вы должны это почитать. Это поэма. Причем это специфическое, достаточно такое ограниченное меню, направленное на то, чтобы стабилизировать элемент земли. Да? То есть элемент земли, куда относится селезенка и желудок, это органы середины тела. Они определяют стабильность человека. Если человек постоянно путается, суетится, пребывает в непонимании, один из вариантов, что у него слабое пищеварение. Вот, да, у него тогда может быть мягкий неустойчивый стул. Это, Михаил Андреевич, мне нравится, что мои близкие наблюдают за мной в Инстаграме и дают мне советы. Потому что моя мама говорит, у тебя в той истории глаза уставшие были, ты не спишь, видимо. Муж говорит, что ты скачешь, ты сейчас опять заболеешь. И Михаил Андреевич просто взял и составил мне меню и сказал, у вас чего-то ци в жопе, Нет, это еще не где-то. Не хватает ци в селезенке, в почках, и эссенции почек не хватает. Эссенции почек. Зачитаю, просто чтобы вы... Представляете, бывает иногда пишет моя любимая там Варвара Петровна. Пишу вам с далекого севера. А здесь просто так. Завтрак. Тыквенный суп тайский с апельсином. Потом омлет из 2 яиц с листьями шпината. Порция небольшая овсянки с черным кунжутом и ягодами годжи.
Ох, на вас Внуковой не хватает, она вас сейчас избила этим меню. А на ужин мне очень нравится запеченное филе белой рыбы с тимьяном, брокколи и цветной капустой, хацелим блондини. Кто знает, что такое? Чувствуете песню? Хацелим блондини. И все это я запиваю чаем из цветов хризантемы. Потом я ем желудочки индейки в морковно-луковом соусе с киноа и пью чай с мятой и кардамоном. Вы можете представить? Космос! Я просто не представляю. И вот так каждый день. Из очень интересного это борщ с килькой. Ну, с анчоусами. Просто космос какой-то. На самом деле здесь вот из всей экзотики, наверное, это ягоды годжи и финики унаби. Вот. Ну и может быть киноа, и то она сейчас не настолько экзотичная. А ягоды годжи и финики унаби, это, ну, в данном случае это специально для того, чтобы восстановить соки, напитать инь, да, то есть дать соки и кровь, и успокоить сердце, чтобы человек лучше спал. Знаете, и меньше хризантема, волновался. чтобы печень. Хризантема уменьшает унаби. жар в печени, да. А мята, она способствует тому, что исчезают застой энергии, да. И, например, если у человека головные боли, ПМС, взлет и падение настроения, чувствительность к переменам погоды, это застой ЦИ в печени. И в Ребята, этом случае это мы можем просто использовать мяту. Мята с кардамоном делает ее не настолько холодной. Вот, мы можем использовать для работы с застоями продукты элемента освежающего металла, типа редьки и там дайкона, например, и прочее. То есть еда — это очень такой, это инструмент, это целый набор инструментов, которыми, если вы умеете, вы можете им пользоваться, вы можете регулировать все процессы, которые у вас происходят в теле, в уме, влиять на свое настроение и в целом очень сильно на свое состояние. Я просто в кайфе, потому что я пробовала разные протоколы, честно признаюсь. Да. Самый мой ненавистный был это вот эта бездрожжевая история. Но мне нравился одно время мясной. Но это такая высокая эстетика. Представляете, я такого никогда не пробовала. Если хотите, я вам вышлю. Напишите под подкастом свои инсайты, как вы влюбились в Михаила Андреевича и в его поэзию кухонную. И вот я буду каждый день... Что ты ела, дорогая? Хацелим блондини. Запивала блондини, чай это с цветов да. хризантемы. Потом мята с кардамоном. Причем каждый вечер он мне сделал разный чай. Один день я пью мелиссу, один день мята с кардамоном, один день, получается, цветок. Кем я стану вообще после этого? Я еще не делала. Давайте проверим. Давайте проверим. Что вы сможете. Если здесь будет сидеть другая женщина в следующем подкасте, извиняй, все к нему. Спасибо Вот. большое. И это вот у нас есть разные методы работы, да, то есть это, условно говоря, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура или что-то такое. И еда — это то, что половину ответственности должен взять на себя сам человек. Ну, то есть он говорит... Я должна хризантемы собирать? Нет, вы должны По купить садам, их. огородам. Вы должны их купить, вы должны их заварить, вы должны не забыть их выпить. Да? Ладно, То есть ладно, вот, хорошо. Вот это ваша часть работы. Это то, что делает человек сам, но иногда для человека что-то нужно сделать. Да? И тогда он может прийти ко мне на прием. И я Так это надо составить, придите к Михаилу Андреевичу. Это одно дело, это прием, ну, как бы консультация по питанию. А еще можно работать с человеком руками. Да, это то, что я делаю на приеме, ну, как бы как висцеральный терапевт. Висцеральная терапия – это работа с внутренними органами. И, например, приходит человек, и у него ослаблен иммунитет. Это значит, что мы можем поработать, у нас есть возможность поработать с его внутренними органами для того, чтобы его поддержать. Да? Например, у детей, у них есть вилочковая железа. Да? Она находится у нас за грудиной, на уровне второго ребра. Вот. И это то место, где мы можем стучать по ней, да? То есть она у нас выделяет вещества, которые участвуют как бы в создании, в том, чтобы наша иммунная система была зрелой, и также они принимают участие в росте человека. Да? Поэтому если ребенок низкорослый, мы можем стимулировать эту зону, постукивая по вилочковой железе, по месту, где находится вилочковая железа, секунд 20, да, и точно так же мы можем поднимать свой иммунитет. Мы можем поработать с селезенкой, которая находится у нас в левом подреберье, и между селезенкой и желудком находится очень такая сильная короткая связка желудочно-селезеночная. При длительном напряжении в желудке, что чаще, конечно, бывает у взрослых, это может приводить к тому, что у нас снижается, ну, как бы иммунный ответ. Да? Вот, мы можем поработать с желчеоттоком, да, что является очень важным. В прошлом подкасте с Мариной Николаевной вы много про это говорили, о том, что нормальный желчеотток, он, ну, как бы как одна из основ
полноценного функционирования пищеварения. А кроме того, сам кишечник, мы знаем, что 60% лимфоидной ткани, то есть нашей иммунной ткани, она находится в кишечнике. И работа с кишечником, она помогает тоже стимулировать наш иммунитет в том числе. Да? Или, например, если у человека была пневмония, да, то есть любое воспаление, оно оставляет после себя рубцовую ткань. То есть часть его легкого, оно превращается в ту структуру, которая уже больше не может усваивать кислород из воздуха и выделять туда углекислый газ. Для того, чтобы уменьшить вот эту область, после пневмонии нужно работать с легким, как с органом, да? Нужно возвращать его подвижность, нужно возвращать его эластичность. Особенно, если был какой-то компонент плевральный присоединен. Да? Плевральный компонент или плевропневмония – это когда помимо самого легкого поражается еще и плевра. Это серозная оболочка, которая покрывает легкое снаружи и изнутри выстилает плевральную полость, то место, где легкое находится в грудной клетке. Если там происходит выпад, то там возникают спайки. Эти вещи слипаются, это уменьшает подвижность органа, то есть самого легкого, да, и комплекса, там, одна доля легкого, там, дерево бронхиальное, которое там входит в сосуды, это все мешает этому органу функционировать, а кроме того, это тут же начинает влиять на опорно-двигательный аппарат, потому что это мешает подвижность ребер, это влияет на реберно-позвоночные суставы, на реберно-грудинные суставы, у человека начинает что-то болеть, он начинает болеть там бок, поясница, спина, шея. Это уже отдает. И это уже отдает уже куда-то, да, то есть чисто биомеханически ограничивает подвижность куска нашего тела, да, это то, с чем тоже нужно работать руками, и очень хорошо работать руками, как с последствиями любого воспаления у нас ну в вот, брюшной кстати, полости, в грудной клетке. Американские специалисты говорят, что как мы замеряем возраст, да, вот анти-эйдж, потому что на самом деле вот этот показатель VO2 max, он так и называется, VO2 max, это потребление кислорода легкими. Оказывается, после 40 лет объем легких на 30% уменьшается, и это тоже фактор старения. Ну, то есть, чем лучше ты, в лучшем состоянии ты держишь легкие, тем, можно сказать, качественнее будет у тебя жизнь в 60, и в 70, и 80 лет. Мы следим за саркопенией, это мышцами, для женщин супер важно, ну и для мужчин Для тоже. всех очень важно. Объем легких VO2 max. Ну, вообще, в принципе, мы смотрим на возраст, он определяется состоянием наших внутренних органов, прежде всего. Да? То есть это основа нашего обмена веществ. А сосудистая система? Ну, это мы относим к внутренним. То есть он определяется, не настолько определяется состоянием наших мышц, суставов и связок, да, и состояние позвоночника, как состояние внутренних органов. Да. Может быть, очень такая старушка кривая и с артритическими суставами, но при этом, если у нее хорошо работает сердце, легкие и печень, и почки, то она проживет достаточно долго по сравнению даже с молодым человеком с очень полноценной, хорошо развитой мускулатурой, с эластичным связочным аппаратом. Но если у него, скажем, цирроз печени, да, или если у него порок сердца, или если у него эмфизема, он не проживет долго, да, по сравнению с человеком с более здоровыми внутренними органами. Ты сначала предысторию расскажи, что детям в осеннее время мы греем ноги и прогреваем почки, потому что это... Это была история про то, каким образом мы можем согреть почки. То есть, если человек мерзнет, у него в первую очередь мерзнут ноги, да, то это, скорее всего, он часто писает, например, и его могут всякие тревоги, беспокойства, страхи, шум, звон в ушах. Если говорим про взрослых, то это какой-нибудь там сниженный либидо и прочее. Это все может говорить о том, что у него холод в почках. И чтобы его согреть, мы можем либо давать ему какую-то еду, мы можем давать ему теплый имбирный чай, мы можем давать ему баранину, бараньи почки, кашу, овсяную, курдюк, да, прекрасно. Да. Или можем что-то сделать для него. Можем сделать горячие ножные ванны перед сном. И сейчас в холодное время года, если дети болеют, то тоже хорошо делать горячие ножные ванны. То, что называлось парить ноги, когда человек, ребенок садится с ребенком, опущенным в горячую воду, и бежит струйкой горячей воды, чтобы вода оставалась горячей. Что еще можно сделать? Можно согреть почки либо грелкой, либо мы можем, положив человека, сделать такие движения, меняя направление рук. Мы делаем это достаточно быстро. Ну, естественно, мы делаем это на голое тело, и тогда очень быстро у нас эта зона хорошенечко разогревается. У меня дети обожают этот массаж. Спасибо. Прям очень быстро, как ты делаешь, прям почки, и они хорошо спят. Вечером мы делаем. Да, Нормально? это можно делать. Да, это можно Спасибо, делать перед сном. Да.
как раз. То есть у нас есть Кукла, шолпан. целый, у нас есть Кукла, такой... а ты так пройди нормально. Кукла, шолпан, Нурлановна. Классный? Все, у тебя сейчас страх денег пропадет. Потому что Михаил Андреевич приходит, такой мои почки трогает. Ой, у вас что-то страх денег. Я говорю, а он там живет? Он говорит, конечно. А здесь что-то вы злите? Я говорю, на мужа. Он говорит, ну да, чувствуется. А здесь вы что-то не можете принять решение. Я говорю, да. То есть он гадалка по внутренним органам. Да, наши внутренние органы, они в китайской медицине нету психологии, да, то есть там нет какой-то идеи про психосоматику, там есть понимание о связи внутренних органов с определенными эмоциями. Да? Если эмоции, например, связаны с легкими, да, про которые мы сегодня говорили, такая грусть, печаль, тоска, вот, и, например, вот, знаете, есть такое понятие вдовий горб, да, когда у нас в районе 6-7 шейного позвонка возникает такая соединительно-тканная нашлепка у женщин. Почему это называется вдовий горб? Потому что раньше потеря мужа это была, мужчина был необходим для выживания женщины в значительной степени больше, чем сейчас. Да? И потеря мужа – это такое крайне печальное событие, которое опасное для жизни к тому же. И вот это напряжение в легких, да, тоска, печаль и как бы такое страдание, да, оно выражалось тем, что в легких возникало напряжение, а легкие крепятся к 6-7 шейному позвонкам. Такое ермо, да? Да. И при напряжении легких они начинают скользить вперед, вниз, возникает спондилолистез, и для того, чтобы удержать их в этом положении, на месте 6-7 шейный позвонок, он создает такой якорь. Выглядит как соединительно-тканный такой вдовий горбик. Что? Листез. Ребята, мы с вами такие прокачаны. Спондилолистез. Я тоже нифига не понимаю, но мне очень интересно. Например, вот это, да, вот такая есть связь. Или селезенка, она отвечает у нас за практическое мышление, за ясность мысли, за нашу способность к концентрации, да, и при ослабленной селезенке мы очень много думаем, да, я иногда пациентов спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы много думаете? Кто-то мне говорит, да, я так много думаю. Жвачки в этой Да. А кто-то на меня смотрит и говорит, что? Вот, то есть у этого человека нет такой проблемы, он вообще не понимает, о чем я спрашиваю. Да, он мне тоже говорит, ой, у меня пустота мыслей, у меня мужчины-клиенты говорят, я могу вообще пустоту мыслей держать. А кто-то говорит, да, я очень много думаю, я не могу остановиться, у меня бывают мысли по кругу и так далее. И вот это связано очень часто с селезенкой, да, то есть с нашей способностью переваривать, в том числе наши внешние впечатления, вот, или неспособностью их переваривать. И, соответственно, мы тогда такие слегка неустойчивые, да, то есть у нас люди с сильной селезенкой, с сильными органами элемента Земли, органами середины тела, они очень устойчивые, стабильные. Последняя тема, которую я хочу поднять, это спайки. Недавно кто-то из патологоанатомов сказал, это не байка. Патологоанатомы говорят, что они в основном это чистят говорят спайки. Анатомы, то есть люди, которые работают с трупами в медицинских институтах, которых готовят из трупа поступающего. Обычно это пожилые люди из домов престарелых, они готовят из них трупный материал, да, то есть трупный препарат, точнее, да, это то, на чем студенты могут учиться. Вот одно из основных занятий ассистента кафедры анатомии – это убрать спайки из брюшной полости, чтобы студенты могли увидеть внутренние органы, потому что очень часто они их не видят из-за вот этого обилия спайк, которые там присутствуют. А чего спайки появляются? Вот. Спайки Раньше было мнение, что это просто послеоперационные рубцы, а они откуда их? Спайки появляются у нас, самые такие грубые, они появляются после операции, больше после лапаротомии, чем после лапароскопии. Вот, они появляются после воспаления. Да? То есть, например, спаечный процесс в малом тазу, и он возникает, например, после аднексита, да, хронического. Одна из самых частых причин непроходимости трупа – это воспаление. Да? Непроходимость трупа – это спайки, и это результат какого-то воспалительного процесса, который там проходит. Спайки могут появляться в результате травмы. Да? А вот давайте про спайки труп поговорим, и как их профилактировать? Вот как раз это та ситуация, когда имеет смысл достаточно быстрое назначение антибиотиков, потому что это очень тоненькие структуры. И если не остановить воспаление, то вероятность того, что спайки образуются, она достаточно велика. Вот. Что с этим делать? Да, хочу просто ответить на предыдущий ваш вопрос, каким образом еще появляются спайки. Но спайки накапливаются у нас всю жизнь, потихонечку, практически у всех. Да? К пожилому возрасту мы все будем в спайках. Почему это происходит? Например,
для того, Мы чтобы прям у нас... физически внутри всклеиваемся, Да, да? у нас все внутри движется относительно друг друга. У нас У тебя все... прилипло уже кишки к этому? Да, я чувствую. У нас скольжение обеспечивает брюшина. Серозная оболочка, очень скользкая, выделяющая небольшое количество жидкости. Все в брюшной полости брюшиной покрыто. Легкие, это плевральная полость покрыта плеврой, сердце, перикард. Вот. И когда, например, кишка раздувается газом, газообразование. Видели людей, у которых постоянно вздут живот? Они приходят и говорят, у меня все время вздутие. Кишка раздувается газом, растягивается наружный слой брюшины, начинает хуже себя чувствовать, выделяет меньшее количество жидкости, все начинает прилипать друг к другу. Или в кишечнике очень сильное напряжение, связано с тем, что мы едим не то, мы питаемся невидовым питанием, или мы просто перенервничали, а вся кишечная трубка – это мышца от рта до ануса, и она не очень любит сама расслабляться после того, как она напряглась. Может, но не всегда. И в результате этого физического напряжения вот этого мышечного слоя тоже себя брюшина начинает плохо чувствовать и тоже начинает все прилипать друг к другу, к соседним органам, к стенке полости и так далее. И спаечный процесс, он всегда приводит к ограничению подвижности органов и тут же начинает страдать их функция. Как только что-то начинает плохо двигаться у нас в теле, история. да, страдает их функция, то есть ухудшается их кровообращение, ухудшается лимфоток, ухудшается иннервация. Фактически, вот если мы говорим про Залманова, капилляротерапия, идея какая? Вернуть нормальное кровообращение в орган. Да? А то не может пройти, да? То же самое мы делаем, суть работы висцеральной терапии, это убрать ограничения подвижности и вернуть нормальное кровообращение. Это поэтому вы мне почки двигаете, кишки от матки разлепляете? Да. В том числе. Вот, Шолпан, ты знаешь, что мы делаем? Мы сначала почки поднимаем, потом кишки от матки отодвигаем, яичникам даем пространство, и все там такое начинается движение, потому что там у людей застой, ну правда, там застой. очень сильный застой, и когда обычно я в конце спрашиваю работы, как вы себя чувствуете? Люди говорят, что они начинают ощущать тепло, то есть у них в зоне, где происходила работа, начинает переливать кровь. Да? Когда кровь попадает к органам, они начинают выздоравливать. Это же мы делаем, когда мы хотим... зачем мы занимаемся дезинтоксикацией? Потому что форменные элементы крови, эритроциты, слипаются, они не могут проникнуть в капилляр. Они застревают, да? Они не влезают туда, потому что это, агрегация происходит этих клеток, они становятся слишком большими. Я видела под микроскоп, над которым смеются. Темнопольная микроскопия. Очень, на самом деле, показательная штука. Или, например, дефицит B12. Эритроциты становятся огромными, они не влезают в капилляр. Или они становятся жесткими и не влезают в капилляр по каким-то другим причинам. Вся наша деятельность заключается в том, чтобы мы, значительная часть нашей деятельности заключается в том, чтобы вернули нормальное кровообращение в органы. Но вот у вас есть два способа условной работы со спайками. Это вот Михаил Энрич. И будьте, пожалуйста, осторожны, я хочу сделать обязательно дисклеймер, предупреждение, что висцеральную терапию должен делать не массажист, а врач. Потому что у нас был клиент, который пришел и сказал, я вообще нет, потому что моему сыну селезенку оторвали. Он вот так залез и начал что-то делать, что у ребенка расплющилось селезенку, там что-то было. Поэтому это должен знать человек, который знает анатомию, патоанатомию и так далее, физиологию. И второе, очень классно, Александр Клеменов, спайки, рассасывает именно герудотерапию. Да, и второе, на самом деле, два единственных метода, которых я знаю, кроме как хирургии, когда спаечный процесс бывает настолько, суровым, да, что приходится делать повторную операцию, рассекать спайки, которые есть, и после каждой новой операции образуются новые спайки, такой немножко замкнутый круг. Вот, это висцеральная терапия, герудотерапия. А в идеале их сочетание. Герудотерапия, почему по 10 раз? Я сейчас, кстати, захожу на новый курс герудотерапия, он говорит, я прям расплавляю. Да? Эту ткань, потому что мне туда нужен, там застой. А я это раздвигаю руками. Он руками, а пиявки, это его армия. Клеменов прям ставит постоянно на проекцию ануса, печень, по органам идет и расплавляет эту историю. Выбирайте тот метод, который вам подходит. Лучше всего сочетать, да? Сочетанная терапия. Да. Причем, смотрите, мы можем, у нас, например, может быть... Наше тело мастер компенсации, оно служит нам идеальным образом столько, сколько может. У нас, может быть, операция по поводу аппендицита была 20 лет назад или 15 лет назад. Там есть спаечный процесс, но наше тело компенсировало это. А потом в какой-то момент
со временем, с возрастом, с тем, что у нас заканчиваются ресурсы, это проходит. У нас появляется боль в правом тазобедренном суставе, да? Или у нас появляется боль в какой-то этой области. Да? У меня были пациенты, у которых когда-то была операция, тяжелая операция, скажем, перитонит ограниченный после аппендэктомии, 30 лет назад. И 30 лет назад, в течение этих 30 лет все было ничего, а в какой-то момент у них появились жалобы на боль в опорно-двигательном аппарате. И убрав этот спаечный процесс, имеющий 30-летнюю историю, это все проходит. Да? И внутренние органы начинают лучше функционировать. Михаил Андреевич, вы прекрасны. Ваша поэзия в мою сторону тоже принимается. Друзья, стучим по вилочковой, трем себе почки, чтобы страха денег у не детей было. потом после. Пьем чай с хризантемы, обращаемся, чтобы вам отлепили кишки от матки, и будет вам счастье. Вы будете такой же энергичный, как этот человек. Спасибо большое. Спасибо. Нет, главное, вы все делаете, а я почему-то энергичная. Спасибо.